Бедная девушка, выросшая на окраине шумного города, всю жизнь привыкла полагаться только на себя. Судьба же распорядилась так, что единственным шансом обеспечить больную мать и младших братьев для нее стал брак по договоренности. Женихом был пожилой миллионер, прикованный к инвалидной коляске после тяжелой травмы. Говорили, что он давно смирился со своим состоянием, и никто уже не верил, что он когда-нибудь сможет ходить. Девушка долго сопротивлялась мысли о такой свадьбе, но ответственность за семью взяла верх. Она вошла в роскошный зал, наполненный приглушенным светом и взглядами чужих людей, ощущая внутреннюю пустоту и тихую тоску. Все происходило так, словно она смотрела на собственную жизнь со стороны. И именно в этот момент, когда пришел ее черед дать клятву, случилось нечто, что заставило ее замереть. Жених, до этого сидевший неподвижно, вдруг крепко вцепился руками в поручни коляски. Его пальцы побелели от напряжения, мышцы под костюмом дрогнули, и он поднялся. На мгновение в зале воцарилась тишина, а затем он сделал один неуверенный, но настоящий шаг. В глазах девушки отразилось потрясение, в глазах гостей — неверие. Но сам он смотрел только на нее, словно хотел поддержать невесту, а не себя. После свадьбы никто уже не мог считать его сломленным. День за днем он тренировался, упорно и иногда болезненно, но с твердой решимостью идти дальше. Она стала ему опорой, не женщиной, отданной по нужде, а человеком, сумевшим разглядеть в нем силу, которую многие давно перестали замечать. Он же постепенно становился тем, кому она могла доверять, с кем ей было спокойно и светло. Медленно, шаг за шагом, он возвращал себе уверенность и способность ходить. А она, наблюдая за его борьбой и победами, будто заново училась верить в чудеса. И однажды поняла, что ее прежняя жизнь, полная страха и безысходности, осталась позади. Теперь они жили вместе, не по договоренности и не по необходимости, а потому что были счастливы. Его восстановление продолжалось, но главное уже случилось. Два сердца, случайно сведенные обстоятельствами, нашли друг в друге опору и смысл. И каждый новый шаг, который он делал, был шагом к будущему, в котором они обеими ногами стояли рядом. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, напишите в комментариях, откуда вы смотрите это видео. А если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.